Всем привет! Недавно на своем канале я выкладывала видео, в котором показывала свои покупки со знаменитого сайта AliExpress. Сегодня продолжение, и я расскажу о группе, в которую собрала все то, что использую для работы с тестом, для декоративной работы с тестом. В общем, сейчас вы все увидите. Что ж, начну разбирать свой бокс и приступим по порядку. Первое, что я всегда покупала и буду, наверное, постоянно покупать, это кондитерские мешки. Но вот у меня есть один тканевый кондитерский мешок, у меня их было два, один я уже выбросила, второй один раз я использовала, не смогла нормально отмыть, и вот сегодня как раз воспользуюсь моментом и выброшу его. Очень муторно с ними обращаться, в то время, когда сейчас такое разнообразие одноразовых мешков, я считаю, что нецелесообразно покупать многоразовый и каждый раз его стирать, несмотря на то, что внутренняя поверхность у него такая вот клеенчатая, внешняя тканевая, и вот внешняя как раз таки пачкается сильнее всего. Как его качественно постирать, я не знаю. Если вы знаете, напишите мне об этом в комментарии, но этот мешок все равно я выброшу. А вот эти одноразовые мешки, которые я страстно люблю, и я их использую не только для того, чтобы декорировать что-то при помощи кондитерских насадок, кремом. Как только мешки появляются дома, начинаешь видеть их потенциал. Это невероятное пространство для общения с ними. Есть, я не знаю, по-моему, есть всего 3 размера, но я не беру никогда самый-самый маленький размер. Я всегда покупаю средние и большие мешки. Большие люблю больше всего. Из них можно сделать и маленькие. Размеры можно регулировать. Я вот недавно заказала себе свежую порцию как раз больших по размеру. Такие они. И вот такие вот маленькие. То есть вы можете оценить разницу в размере. По умолчанию в упаковке их идет 100 штук. Некоторые продавцы их продают по 10, но я не вижу в этом смысла. Проще купить сразу сотку и наслаждаться. Следующее, что я активно использую, это бумажные капсулы для кексов и маффинов. Я сразу стараюсь покупать большими порциями, потому что они расходятся довольно быстро. Но когда их много, ты никогда не переживаешь о том, что они могут внезапно закончиться. Я всегда беру именно белые. Белый цвет самый-самый универсальный, и, как правило, белый цвет проще всего найти. Главное, всегда проверяйте размер диаметра, подходит ли он к вашей форме, потому что бывает полсантиметра разница, и форма либо не входит, и приходится ее ручками вот вдавливать, и, соответственно, потом уже портится форма готового маффина или кекса. Тем более, если вы готовите капкейк, который должен выглядеть красиво, то лучше, чтобы форма хорошо совпадала с размером вашей металлической формы, в которой вы печете. Бумажные капсулы у меня есть также вот такого размера, продолговатые. Я в них всегда делала и отдавала заказанные эклеры, потому что это очень удобно. Вот я так брала, то есть они вроде бы маленькие, но я их так разжимала, укладывала сюда эклер, и получалась вот такая вот элегантная подложка. Мне очень нравится. Тоже белого цвета. Я приверженец белого цвета, то есть простоты и лаконичности. Следующее, это у меня здесь текстурный мат для шоколада и, наверное, для мастики, я так подозреваю. Я просто с мастикой не сложились у меня отношения хорошие. Просто такой вот узорчик незатейливый. Можно было сделать такую пластину, разрезать ее на небольшие части и использовать в качестве декоративного элемента. Следующая классная, очень классная вещь. Если вы очень любите пироги, то я рекомендую приобрести вот такую вот штучку. Это ролик, который прокатывается по тесту, и он делает разрезы в шахматном порядке. У вас получается такая очень лаконичная, красивая сеточка из теста, которую вы укладываете на какой-то пирог, и пирог получается сразу невероятно красивым. Есть, конечно, нюансы. Надо хорошо придавливать тесто, когда вы прокатываете по нему. Иногда эти вот штучки, они не полностью разрезают тесто, но они как минимум намечают тот надрез, который должен быть. И можно несколько надрезов, которые не до конца раскрылись, потом ножом аккуратно подправить, и у вас получается совершенно потрясающая сеточка. Так, кондитерские насадки. Они у меня здесь сложены вот в такой вот небольшой коробочке. На самом деле у меня здесь их довольно много. Больше всего у меня насадок крупного размера. Я покупала насадки как по отдельности, конкретные насадки, которые мне были нужны, так и набором. Самая первая покупка, конечно же, это был набор, потому что я тогда только начинала печь, и я тогда не понимала вообще, что мне надо, что мне пригодится, что мне не пригодится, поэтому я сразу приобрела набор из 24 насадочек и уже потом по факту смотрела, что мне пришлось использовать, а что так и осталось неиспользованным. Из тех насадок, которые я докупала отдельно, это насадка для заполнения эклеров.
Не знаю почему, что с ней не так, но я пробовала ею заполнять эклеры, ничего не получилось. Вероятно, что-то в конструкции подвело. Поэтому, в принципе, эта насадка, несмотря на то, что она стоила порядка, по-моему, 100 гривен, это на сейчас $3, наверное, $4, где-то так, то этой насадкой как бы я ни разу не воспользовалась, не смогла воспользоваться, тоже надо будет ее куда-то деть. Я покупала также несколько насадок среднего размера для того, чтобы делать шапочки для капкейков. Это разные варианты закрытых и открытых звезд, которые дают очень красивые такие вот борозды на креме. И этими насадками очень классно отсаживать зефир. Самые крупные насадки. Тоже разнообразные варианты закрытых и открытых звезд. Тут у меня есть два размера французской звезды. Это насадка, в которой такие вот множество маленьких зубчиков. Этой насадкой отсаживаются эклеры, и они получаются потом элегантными, они не трескаются, и получается очень здоровская форма. Есть у меня размер больше, есть размер меньше. Закрытая звезда большого размера, я ею тоже отсаживаю эклеры, они тоже прекрасно раскрываются по этим бороздам и тоже не трескаются. Есть открытая звезда на 6 зубчиков, ее я использую для того, чтобы декорировать капкейки. Еще у меня есть 3 такие вот большие насадки, вот такую широкую, ею можно делать как декоративные ленты, на эклеры, на торты, плоская снизу и зубчатая сверху. Есть просто круглая насадка, казалось бы, можно просто ровно отрезать кондитерский мешочек, но вот металлическая круглая насадка это то, что очень нужно, но ты не знаешь, что тебе это нужно, пока это у тебя не появилось. И последняя насадка, одна из моих самых любимых, это насадка Сент-Анаре. Насадка, которая может отсаживать крем невероятно красивыми волнами, с более плотным основанием и с острым краешком. Сейчас я прикреплю фотографию десерта, на котором я использовала именно эту насадку для украшения. Следующая удобная вещь, если вы часто и много печете капкейки с начинками, то тоже рекомендую вам приобрести такую вот вещицу. Это штучка, которая помогает извлекать серединку капкейка. Она вставляется в центр, аккуратно проворачивается, и вот эта вот вещь поднимается, и кусочек теста, который находился в середине капкейка, просто вы вынимаете. То есть никаких ковыряний чайными ложечками и какими-нибудь другими подручными средствами. Потом, затем, когда вы это дело извлекли, просто как шприцем чпоник, и у вас получаются остатки, которые можно потом пустить на пирожное картошка, на то, чтобы отделать торт, выравнивать его, как это называется, кондитерская шпаклевка, по-моему, это называлось, когда я этим занималась. Можно использовать вот эти вот остатки в благое дело. Вырубки. У меня есть много металлических вырубок. Обычно я предпочитаю так же, как вот в формах, я люблю и вырубки тоже металлические, потому что они имеют более острые края, и более четкая форма потом получается на выходе. У меня есть такая вот очень простая форма, но которая всегда мне доставляет радость, удовольствие, потому что, ну, согласитесь, печенье в виде смайлика это всегда весело. Выпекается 2 печенья, одно вот такое вот просто цельное, другое в виде смайлика. Затем можно промазать каким-нибудь кремом, каким-нибудь джемом или нутеллой, что вы любите, склеить, и у вас уже получается классный десерт. Также у меня есть такой вот интересный набор вырубок. Эти вырубки для канапешек, отлично к закусочным столам, но я вам честно скажу, что я чаще всего использовала их не для канапешек, а именно для печенья или для вырезания каких-нибудь декоративных элементов. Например, я пеку пирог, хочу как-нибудь украсить его верхушку, вырезаю цветочки из осадков теста, пускаю их по периметру, и пирог уже получается намного более милым, намного более таким уютным и домашним. Всего в наборе 10 предметов, 4 вырубки большего диаметра и 4 меньшего диаметра, а также держатель для этих вырубок, для того, чтобы пользоваться ими было максимально комфортно. Вот такой вот держатель, туда вставляется вырубка, и уже дальше вы просто работаете этим приспособлением. Дальше я себе покупала невероятно полезную и невероятно любимую мной вещь. Это набор простых круглых вырубок разного диаметра от 2,5 см до 11 см. Они находятся вот в такой коробочке, удобно хранить. Если, кстати, можно сделать вот так, и у вас получается такая вот штучка. Эти вырубки очень удобно хранить, у них потрясающий край, вместе спайки никаких нет, ни зазубрин, ничего, он абсолютно гладкий. И любое печенье, любое изделие, которое вы будете им вырезать, оно будет потрясающе ровным.
очень ими активно пользуюсь. И это прям вот на все случаи жизни, потому что огромное количество диаметров, и в комплекте их 12 штук. Следующими на очереди у меня не сколько вырубки, но я их довольно часто использую как вырубки, но это сервировочные кольца. Я его активно использую, когда делаю котлеты, потому что котлеты так утрамбовываются очень классно, внутри не будет никаких пустот, и затем при обжарке они не будут не деформироваться, ну, то есть это потрясающе удобная вещь. И также у меня есть еще сервировочные такие вот комплекты из сервировочных квадратиков. Мне очень нравится делать слоеные салаты, потому что слои прекрасно просматриваются, это очень нарядно выглядит. И такой же набор у меня есть вот такого формата прямоугольного. Само качество металла здесь очень классное, он плотный, он не деформируется. Форма тоже такая очень маленькая и элегантная для формировки каких-то десертов, которые очень насыщенные по вкусу и порция которых не предполагает то, что их должно быть много. Ну и также здесь в комплекте идет вот такая вот площадочка для утрамбовки. В этой вот форме у меня собраны все пластиковые формочки для печенья. Их много, я их всегда накупаю довольно большое количество, потому что такие, каких в металлическом варианте не особо много, а вот в пластиковом их завались. У меня вот есть такой набор из квадратных форм разного размера. Один край гладкий, другой край вот такой вот зубчатый, это удобно. Также у меня есть набор из звездочек. То есть я стараюсь покупать такие формы, которые очень универсальны. И учитывая то, что я сейчас уже на заказ не пеку, мне этого вот с головой хватает. И также есть вот такой набор кругленьких форм. Здесь у меня всякие разнобойные формочки, сердечки, маленькие елочки. Вот это вот как раз тот случай, когда вот из каких-то вот наборов остаются по штучке, по 2 штучки. Когда-то я купила очень классный набор плунжеров. Я их использую для того, чтобы готовить печенье в форме снежинок. Пряничное тесто я неоднократно пекла вот с такими плунжерами, несмотря на то, что здесь очень много мелких деталей. Оно очень хорошо из них выходит, ничего не обламывается. Я в какой-то год просто испекла печенье и украсила им елку. То есть я не использовала никаких других декоративных элементов. Печенье в такой вот форме было больше, чем достаточно. Помимо вот такой вот конфигурации, у меня есть также еще набор плунжеров со снежинками. Но вот они уже больше подходят для мастики, потому что здесь мелких деталей прям очень-очень много. И вот тесто уже с ними не работает. И еще у меня есть вот такие вот формочки. Тоже они для работы с мастикой, но я их часто использовала для каких-то других декоративных вещей. В том числе для того, чтобы вырезать пластичный шоколад. Очень удобно. Они небольшие, очень милые и симпатичные. И вот такие вот бабочки. Тоже разного размера. Надеюсь, видео оказалось для вас полезным, и вы решите, что какая-то вещь вам непременно нужна, а от покупки какой-то вам стоит отказаться, чтобы не захламлять свое пространство. Актуальные ссылки я оставлю в описании к этому видео. Пишите комментарии, возможно, что-то из упомянутого уже есть у вас. Ну а в следующем видео приготовим что-нибудь вкусненькое. Обязательно подписывайтесь, чтобы это не пропустить. Ставьте лайк. С вами была Галина Артеменко.